Всех приветствую, с вами Борис Лобода. Я расскажу о приспособлении, которое я использую для распила небольших бревен или поленьев на настольной ленточной пиле. Проблема с распилом бревен, думаю, понятна. У нас, конечно, могут встречаться и прямые бревна достаточно, которые можно, в принципе, достаточно свободно и ровно двигать по направляющей, получая ровный пропил. Но порой бывает так, что и ствол кривой, выступают какие-то сучки, обрубки веток. И ясно, что получить в этом случае ровный пропил очень проблемно. Если мы, например, встречаемся с подобного рода заготовкой для распила. Решение проблемы тут лежит в обеспечении параллельного движения полотна и заготовки. Тут применяют два основных метода. Либо мы двигаем сам пильный агрегат по каким-то направляющим параллельным типа рельс. Это реализовано на пилорамах, обычно промышленных. Либо мы можем закрепить заготовку в каком-то приспособлении, которое нам обеспечивает ее параллельное перемещение. В частности, у меня это приспособление представляет собой две доски, соединенные под углом для обеспечения жесткости. И на них установлено два упора для фиксации заготовки. Для распила заготовка устанавливается в приспособление и фиксируется зажимом. Ну и таким образом мы имеем базу для ровного пропила. Упор здесь переставной, крепится болтом М6. И тут есть ряд отверстий, чтобы можно было производить перестановку под заготовки разной длины. Снизу здесь установлены мебельные гайки. Гайки вкручиваются в дерево просто. Внутри там резьба М6. В принципе, можно применять и зубчатые гайки для дерева. Но у них будет больше вероятность выпадения, потому что работа идет при постоянной вибрации. Их, конечно, лучше устанавливать поглубже и фиксировать шурупами. Но в такой двухточечной фиксации есть и проблема двумя упорами, так расположенными. Упоры бывает перекашивает и получается вот такое вот качание. Бревно немного отходит от угла. Да и, собственно говоря, не всегда бревно ложится именно в угол. То есть у нас разрез может проходить и в любом месте. И вот для фиксации этого качания я применял вот такую вот планку с двумя шурупами, то есть крепится и на основании, и к бревну. Но это понятно, что это временное решение, и я хочу сделать немножко по-другому. Я переделаю второй упор, такой одноточечный что ли. Сзади поставлю вот такую планку с зубцами. То есть тут можно либо ряд шурупов установить острыми концами, чтобы выступали, чтобы дерево в них упиралось. Либо трезубец какой-то из толстого металла, может быть тут. Для начала можно, конечно, попробовать просто шурупы. Плоскость надо, конечно, выровнять сейчас, и отверткой поправлю. Получился вот такой вот ежик.
Да, теперь уже никакого качания нету. Если говорить о габаритах, то по длине получается в районе 1,10 м общая длина. Это выходит для установки заготовок порядка метра. Толщина доски тут 25 мм, ширина 16, высота 10. Высота оси у прижима получается 5 сантиметров. Сейчас установлена заготовка из ясеня, ствол в районе 20 сантиметров. Длина где-то 52 сантиметра. На столе ленточной пилы у меня установлены две направляющие планки. При распиле толстых тяжелых заготовок очень желательно, чтобы приспособление у нас не виляло из стороны в сторону. То есть можно распиливать и по одной направляющей, как обычно, но практика показала, что все-таки такой вариант для таких случаев более приемлемый. Сухой ясень пилится очень тяжело. Бывает даже вот полотно гнет. По слоям оно уходит. Это вот выход пилы. Это вот вход у нас был. И вот разрез. Явно видна дуга на выходе. Вот еще один фрагмент более раннего распила. Полотно вот видно тоже начало уходить. Пришлось заход делать с другой стороны. Хотя вот следующий пропил прошел достаточно ровно на всю длину. Более или менее плоскость получилась. Попробуем еще дуб в районе 20 сантиметров. Длина тут 63 сантиметра где-то получается. С дубом ситуация чуть получше. Клен вот еще есть. 28 где-то. 87 длиной. Великоват, конечно, но пилить надо. Внутри даже какая-то картинка есть, оказывается. Серые полосы. Для такого большого сойдет. Дальше с ним уже будет проще.